Доброго времени суток, дорогие! В этом выпуске я хочу поделиться с вами удивительным алгоритмом нейрографики, который называется «Путь героя». Этот алгоритм разработан по концепции, изложенной Джозефом Кэмпбеллом в книге «Тысячеликий герой». Я расскажу вам об этой технике, основываясь на своем понимании этой концепции, на своих осознаниях, а также используя свой личный опыт. Если вы новичок в нейрографике, то я рекомендую вам изучить основные шаги нейрографики на моем марафоне. Ссылка на марафон находится в описании к этому видео. Также в материалы марафона я включила некоторые техники нейрографики. Концепция пути героя заключается в том, что человек на пути своего развития, либо реализации какой-то цели, идеи, миссии, проходит определенные этапы. Объясню вам эту концепцию по мере выполнения рисунка по данной технике. И первое, то, что мы обязательно делаем в любом рисунке нейрографики, прописываем намерение на практику. Техника связана с реализацией на жизненном пути, с реализацией на пути достижения какой-либо цели. И это мы указываем в нашем намерении. В своем намерении я пишу: «Я реализую себя наилучшим образом, применяя свои таланты и способности во благо Вселенной и на мое высшее благо». Далее я пишу, что я с радостью и благодарностью принимаю успех моей реализации и изобилие во всех сферах моей жизни благодаря моей реализации. Здесь я включаю благоприятное получение результатов, к которым я иду, что я в итоге хочу получить, к чему в итоге я хочу прийти на данном пути, результаты, которые будут приносить благо другим людям, а также благо мне. Это и улучшение моей жизни, это и мой духовный рост, это и улучшение моих навыков, способностей, раскрытие меня, и также улучшение моего финансового состояния, мое финансовое процветание, мое финансовое изобилие. Сейчас поставьте видео на паузу и пропишите свое намерение. Следующим шагом мы выписываем в течение 2 минут список из 20 и более слов, которые связаны с темой нашей работы. Поставьте таймер на 2 минуты, начните записывать слова, пишите их быстро, не раздумывая. Тем самым вы исключите влияние логики, влияние вашего ума. Записывайте все слова, которые вам придут. Это могут быть и негативные слова, а также могут быть повторы. Вот такой список у меня получился из 26 слов. Записываем мы список на той же стороне листа, где прописали намерение. Сейчас поставьте видео на паузу и выпишите свой список из 20 и более слов. Итак, мы начинаем проработку нашего пути. Пути нашей реализации, пути нашего становления, пути достижения той точки, в которой мы будем чувствовать себя реализованными и успешными. Для этого прорисуйте следующие прямые линии: вертикальную и горизонтальную. Сейчас мы разделили листочек на 4 части. Каждую часть мы дополнительно разобьем еще на 3 сектора. В данной практике, на этом рисунке, мы выложим весь наш путь, связанный с нашим намерением, от начальной точки до конечной.
Эта практика поможет вам определить, на каком этапе реализации вашего желания вы находитесь и что ожидает вас дальше. Первый этап пути героя называется обыденность. Это та точка, в которой мы находимся в начале нашего пути. Мы проживаем свою обыденную жизнь в определенных рамках, на определенном уровне, к которому мы пришли и на котором мы находимся, в определенных устоях нашей жизни, в определенной ее схеме. Это то, что мы проживаем день за днем, в чем мы варимся день за днем, где мы находимся до того момента, когда мы решаем что-то поменять в нашей жизни. У каждого свой уровень обыденности, и этот уровень зависит от точки сборки самого человека на данный момент. Точка сборки — это уровень, из которого происходит восприятие и взаимодействие с миром. Точку сборки чаще всего воспринимают с позиции чакр. Например, человек может находиться на уровне выживания, на уровне первой чакры, где все его заботы связаны только с тем, как выжить, как прокормить себя и свою семью. И человек варится только в этом. Он изо дня в день выполняет какие-то действия из этого состояния. По мере продвижения вверх по чакрам, в точке сборки, человек раскрывает для себя другие возможности восприятия мира, восприятия своей жизни и начинает качественно менять свою жизнь. На этапе обыденности человек может находиться на любом уровне, и на уровне выживания, и на более высоких чакрах. В данном выпуске я хочу прорисовать путь человека от нижнего уровня, от уровня выживания, и по мере прохождения пути проследить те трансформации, которые у него будут происходить и которые будут способствовать его успешному прохождению своего пути. Но ваш уровень обыденности может быть другой. Вы прорисуете на своем рисунке свой уровень. Для этого мысленно разделите эту часть на 7 отрезков, 7 чакр. И если вы находились на уровне выживания, то прорисуйте кружочек в нижней части этого участка. В данной технике я хочу прорисовать путь от нижнего уровня до верхнего. Что означает нахождение на нижнем уровне, на уровне обыденности? Это может быть то, что вы сосредоточены только на зарабатывании, на физических действиях. Зачастую вы не слышите себя, не чувствуете себя. У вас есть определенная схема, которую вы проживаете изо дня в день. Вас интересует только то, в чем вы варитесь. При этом, находясь на таком уровне, вы находитесь в напряжении, вы изматываете себя, особенно если вы женщина, вы проходите тяжелый путь. При этом у вас могут быть какие-то достижения, какой-то промежуточный успех, вы двигаетесь по карьерной лестнице, у вас увеличивается зарплата, но при всем при том вы не чувствуете себя счастливым, и это напоминает какое-то движение по кругу за какой-то целью, например, как ослик, следующий за морковкой. Эта морковка все время на недосягаемом расстоянии. У вас есть иллюзия, что вы приближаетесь к ней, но по мере приближения эта морковка все так же отдаляется от вас. При этом вы затрачиваете свои физические силы, возможно, расходуете свои жизненные силы, свою энергию, что влияет на состояние вашего здоровья. И таким образом проходит ваша обыденная жизнь. Сейчас прорисуйте вместе пересечения ваших прямых линий еще один кружочек.
Этот круг – это вы сами. И по мере прохождения этапов вашего пути в данной технике вы будете прорисовывать взаимодействие вас самих с каждым из ваших этапов. Сейчас мысленно вернитесь в то состояние, которое у вас было на начале вашего пути. Вы можете представить, в чем вы варились, какие у вас были трудности, что отягощало вас, и прорисовать нейролинии, связывающие вас с этим уровнем. Прорисовывая эти нейролинии, вы тем самым даете энергию на улучшение того состояния, которое у вас было. Также вы можете прорисовать нейролинии, которые исходят от вашего начального уровня, и провести их к краю листочка, тем самым проводя взаимосвязь вашего начального уровня с внешним миром. Далее, проживая свою жизнь в этой обыденности изо дня в день, вы в какой-то момент начинаете чувствовать, что вы больше не можете так жить, что вы что-то хотите поменять в своей жизни. И когда у вас появляются такие чувства, это означает, что вы переходите на следующий этап, который называется зов. На этом этапе вы чувствуете зов изнутри на то, чтобы поменять свою жизнь, что-то изменить в ней, выйти из того замкнутого круга, в котором вы находитесь. И этот зов идет у вас изнутри. Это зов вашей души. Во время нахождения на уровне выживания вы были заняты заботами о выживании, и у вас не было ни времени, ни сил, ни возможности слышать себя. Но в какой-то момент, по мере того, как ваша жизнь становится все более тяжелой, вы начинаете слышать этот зов. Ваша душа просит поменять вашу жизнь. И по моим осознаниям, это происходит в тот момент, когда у вас идет переход вашего восприятия от уровня выживания на первой чакре на уровень удовольствия, наслаждения, на вторую чакру. Вы начинаете чувствовать свои желания. Вы начинаете чувствовать то, что вы хотите. Если на первом этапе у вас было только слово «надо», и вы, как запряженный вол, тянете свою жизнь, то на втором этапе вы начинаете прислушиваться к себе, слышать зов, и тем самым поднимаетесь по уровню своего восприятия на вторую чакру. Прорисуйте кружочек, который у вас ассоциируется со вторым этапом. Если вы уже прошли этот этап, то сейчас прочувствуйте то состояние, которое у вас было, те изменения, которые вы начали чувствовать в себе, как вы начали слышать себя, как вы начали слышать то, что вы хотите, что комфортно для вас, когда вы вышли из уровня «надо» на уровень «хочу». Если вы еще не перешли на этот уровень, то сейчас пробудите в себе это состояние. Проговорите «я хочу» и попробуйте услышать внутри, что вы хотите, что хочет ваша душа. И, находясь в этом состоянии, сейчас проведите нейролинии, связывающие вас со вторым этапом. Добавляя энергию в ваше состояние, тем самым способствуя улучшению вашей жизни через проживание этого состояния. И также проведите связь с внешним миром, от вашего состояния к внешнему миру, а также из внешнего мира к вам. Что важно для этого этапа? Для этого этапа, для вашего успешного продвижения по вашему пути, важно услышать этот зов. Важно не заглушать его.
Если вы будете игнорировать этот зов и продолжать находиться на уровне обыденности, то этот зов будет напоминать о себе через какие-то обстоятельства, через какое-то усложнение, через какое-то обнуление. Вы рано или поздно примете этот зов. Рано или поздно вы захотите поменять свою жизнь. У вас появится намерение изменить свою жизнь. И третий этап так и называется – намерение. Если на втором этапе вы были на уровне ваших ощущений, вы раскрыли свою способность чувствовать себя, что вы хотите, то на третьем этапе вы твердо решаете, что вы намерены изменить свою жизнь. И совершая это, вы тем самым раскрываете те ваши качества, которые будут помогать вам в реализации этого намерения. И эти качества связаны с третьей чакрой, с чакрой воли, с чакрой реализации. Также здесь я провожу аналогию с женской и мужской энергией. Женская энергия – это энергия чувств, энергия эмоций, ощущений. И когда появляется у нас желание, то для реализации нам необходимо дополнение мужской энергии. Мужская энергия – это энергия действий, это энергия планирования. И приняв ваш зов на уровне ощущения и далее подключив энергию своей третьей чакры, сформулировав твердое намерение, что вы хотите изменить свою жизнь, вы переходите на третий этап. Сейчас проведите взаимосвязь с помощью нейролинии вас с этапом намерения, а также взаимосвязь с внешним миром. На том этапе, как на этом уровне происходило у вас взаимодействие с внешним миром и какую помощь вы получали от внешнего мира для того, чтобы сформулировать свое намерение. Если вы еще не перешли на этот этап, то сформулируйте на листочке свое четкое намерение изменения своей жизни. Пропишите свою точку А, где вы находитесь, в какой обыденности вы находитесь. Пропишите свой зов, что вы хотите, что не устраивает вас в том, где вы сейчас находитесь, и что вы хотите изменить. И пропишите свое намерение, свою готовность действовать, менять свою жизнь и продвинуться на вашем пути. На четвертом этапе, после того, как мы приняли твердое намерение поменять свою жизнь, мы находимся на пороге этих изменений. И четвертый этап у нас называется порог. Переступив этот порог, вы оказываетесь в совершенно другом мире. Например, как Алиса, попадающая в зазеркалье, или когда вы переезжаете в другую страну. То, что будет происходить в вашей жизни после того, как вы переступите порог, уже будет другим. Там будут действовать другие законы, там будет другая реальность. Там вы станете другим человеком. На данном этапе вашего пути вас никто не замечает. Вы никому не известны. Все, что вы делали до данного момента, это была ваша внутренняя работа, о которой никому не было известно. Поэтому этот участок называется «Вас никто не замечает». Сейчас прорисуйте четвертый кружочек,
который будет представлять ваш переход на 4-й этап. И прорисуйте взаимосвязь этого этапа с вами. Если вы еще не на пороге, то с помощью нейролиний приблизьте себя к данному этапу, добавив энергию в ваш рисунок. Далее мы проводим связь с внешним миром, к внешнему миру и от внешнего мира. Таким образом вы переступаете порог к вашей новой реальности. Хочу отметить, что кружочек этапа порог – это также кружочек, относящийся к 3-й чакре, поскольку у нас идет реализация в социуме, а это и есть сфера влияния 3-й чакры. И после того, как мы оказываемся в своей новой реальности, где все немного отличается от того, что у нас было. Приведу пример своего порога. Моей обыденностью была офисная работа, где я не чувствовала себя достаточно реализованной. И в какой-то момент у меня появился зов что-то поменять в своей жизни. Было ощущение, что то, как я живу, это не совсем то, что делает меня счастливой. Как я уже говорила, была какая-то морковка, за которой я следовала, но ближе не становилась. И в какой-то момент я приняла твердое намерение, что я буду менять свою жизнь. Я начала больше заниматься саморазвитием, изучением различных тем, которые были шире, чем тема выживания. Также я не чувствовала, что я достаточно реализую свои таланты и способности. И я оказалась на пороге в свою новую жизнь, в жизнь, где я начну реализовывать себя в полной мере. Применять с радостью, удовольствием те навыки и способности, которые у меня есть, мои таланты, приносить больше пользы людям, быть автором своей жизни и, конечно же, выйти на другой уровень дохода, процветания. Я обучалась на различных тренингах по саморазвитию, по эзотерике, по теме денег, по психологии. Открывала для себя новый мир, встречала новых людей, причастных к этому миру, причастных к той теме реализации, к которой я шла. И следующий этап, 5-й этап нашего пути – это союзники. Союзники – это не только люди, но большей частью люди, но также обстоятельства, информация, которая нам помогает внедриться в нашу новую реальность, которая отражает нашу новую реальность, реальность того, куда мы идем, реальность, которая связана с нашей реализацией. Прорисуйте круг, который будет представлять все, что поддерживало вас, когда вы проходили этот этап, либо все, что будет поддерживать вас, когда вы перейдете на этот этап. Проведите связь этого этапа с собой, придав энергию этому переходу. А также связь с внешним миром. Каким образом внешний мир будет помогать вам в вашей новой реальности? В той реальности, где вы начинаете себя реализовывать. И на тот момент я создала свои первые марафоны по исцелению,
Первыми участницами марафона были как раз те девочки, с которыми я общалась в сообществе, которое я организовала на тот момент. На этом этапе вы можете уже начать частично свою реализацию, уже делать первые шаги, получать первые результаты, но все же это все еще первые шаги. И уровень этого этапа также связан с третьей чакрой, но в нем еще присутствует энергия четвертой сердечной чакры. Чакры, безусловно, любви, чакры единения с другими людьми, со всем живым, с творением Бога. И вы на этом этапе также раскрываете свою сердечную чакру. У вас меняется восприятие, поскольку точка сборки также увеличивается. И далее, вкусив первые плоды, первую восторженность, первые результаты, вкус первых побед, вы продолжаете идти по своему пути. Но следующее, что вас встречает, это препятствие. Для чего нужно пройти этот этап? Вы все еще тот же человек, который начал путь. У вас произошли небольшие трансформации, вы начали показывать себя, вы начали выходить из своих рамок, вы начали взаимодействовать с другими людьми, но у вас еще могут сидеть ваши страхи, ваша неуверенность, либо другие блоки, которые не позволяют вам раскрыться в полной мере. И через препятствия происходит проработка этих блоков, прорабатываются какие-то ограничивающие программы. Вы понимаете, что для дальнейшего пути вам того, что есть, все же мало. Вам нужно продолжать свое развитие. Препятствия могут быть люди, которые проявляют себя недоброжелательно по отношению к вам, зеркаля ваше внутреннее состояние, например, неуверенность в себе, критику, низкую самооценку. Также могут быть различные обстоятельства, которые тоже являются вашими испытаниями на вашем пути. Сейчас прорисуйте кружочек, представляющий ваш этап препятствия. Если вы уже проходили этот этап, то, прорисовывая взаимодействие вас с этим этапом, вы можете вспомнить, какие препятствия вы проходили, какой опыт вы извлекли, какие уроки вы извлекли из этих моментов, какие улучшения вы получили, какие осознания, каким образом вы взаимодействовали с внешним миром. Если вам еще предстоит этот этап, то зарядите с помощью нейролинии и вашего намерения благополучное прохождение этого этапа. Препятствие, которое было у меня, было связано с финансовыми трудностями. Действовали различные программы, блокирующие денежную энергию, ограничивающие меня в финансах. И через эти препятствия я прорабатывала тему отношений с деньгами. Также были препятствия, связанные с взаимодействием с людьми. Прорабатывалась моя любовь к себе, прорабатывалось увеличение уверенности в себе. Но на моменте прохождения препятствий мы это можем не осознавать. Нам кажется, что все плохо и становится хуже. Даже могут возникать мысли, зачем я это начал, лучше бы я оставался на том же уровне, где был. И в такие моменты важно возвращаться к своему намерению, возвращаться к своему зову. Вспоминать, для чего вы затеяли этот путь, к чему лучшему вы стремитесь. Возвращаться к тому состоянию, когда вы очень хотели исполнения вашего желания. Это будет поддерживать вас на этом пути, на пути прохождения препятствий. И этап препятствий будет идти до
пиковой точки, которая называется точка смерти. Это тот момент, когда вы осознаете, что не ваша самость является вашей движущей силой, не ваше эго, а нечто другое. Прорисуйте кружочек, представляющий вашу точку смерти. Прорисуйте ваше взаимодействие с этим этапом вашей жизни, пройденным, либо предстоящим, а также взаимодействие с внешним миром. На первой четверти вашего пути вас никто не замечал. Когда вы начали реализовывать себя в новой реальности, на новом пути, у вас появились препятствия, и какие-то из этих препятствий можно объединить под фразой «над вами все смеются». Либо буквально над вами все смеялись вашей сменой рода деятельности или вашими результатами, либо вы сами прорабатывали свое ощущение страха того, что над вами все смеются, тем самым трансформируя себя и через этот опыт выходя за рамки своего эго. Следующий этап пути героя – это подарок силы. В тот момент, когда у вас уже нет сил, бороться, сопротивляться, когда вы отдаетесь воле Вселенной, когда вы осознаете, что не через свою самость вы можете преодолеть этот путь. Ее уже нет, вашей самости. Через нее у вас не получается ничего сделать. И после того, как вы приходите в точку смерти, следующим вы получаете в награду подарок силы. Это могут быть люди, которые вам помогают, через которых у вас идет продвижение вашего проекта или ваша реализация. Это могут быть события, это могут быть деньги, финансовую поддержку, которую посылает вам Вселенная, снабжая вас силой совсем другой природы. Силой, которая исходит не через ваше эго, не через вашу самость, а которую вы принимаете от Вселенной. Могут меняться какие-то законы, обстоятельства, правила. Это может быть знакомство с каким-то человеком, который повлияет на вашу реализацию. Прорисуйте взаимодействие с вашим подарком силы с помощью нейрографических линий. Благодарность за ту силу, которую вы получили, либо для наилучшего прохождения этого этапа. Также прорисуйте взаимосвязь с внешним миром. Следующим этапом, после того, как вы получили мощную поддержку от Вселенной, вы начинаете активно практиковать. Уже из нового своего состояния с имеющейся поддержкой. На этапе препятствий и точкой смерти это были энергии сердечной чакры, но также пятой чакры. То есть прорабатывалось ваше самовыражение и раскрытие себя истинного.
И в качестве вознаграждения вы получили подарок силы. На этапе практики вы уже переходите на 6-ю чакру и осознаете и проходите свой путь уже более осознанно, больше погружаясь в причинно-следственные связи, относящиеся к вашей реализации, и применяя больше свою интуицию. Прорисуйте взаимодействие вас с этим этапом вашего пути, а также взаимодействие с внешним миром. На данный момент я нахожусь на этом этапе. Отметьте для себя, на каком этапе вы находитесь. Следующий этап называется возвращение или воскрешение. На этой четверти вашего пути над вами смеялись напрямую, либо через ваше восприятие. Эта четверть вашего пути можно охарактеризовать фразой «с вами все борются». Даже если кто-то с вами борется, пытается препятствовать вам, то это никак не влияет на вас, поскольку эго ваше уже умерло. Вы знаете свое дело, получаете удовольствие от него. И здесь подходит фраза «собаки лают, караван идет». То есть, что бы ни писали вам в комментариях хейтеры на ваши публикации, что бы ни говорили вам чужие или знакомые люди, как бы вас ни критиковали, не пытались задеть, и зачастую это под влиянием их зависти, вас это не касается, вас это не задевает. Поскольку на данном этапе вы уже проходите свой путь не через самость, а через осознанность, через раскрытие своей осознанности. Этап возвращения можно сравнить с возвращением, например, нового специалиста на родину. Он где-то проходил обучение, он проходил стажировку, он приобретал навыки, он становился мастером. И пройдя этот путь, он возвращается на свою родину для того, чтобы применять все то, что он приобрел, чему он обучился. Проведите нейролинии, связывающие вас с данным этапом вашего пути и с внешним миром. Следующий этап называется «Новая жизнь». Это тот этап, где вы уже достигли того, что хотели. Вы тот человек, которым хотели стать. Если ваше намерение связано с реализацией, если ваш путь связан с реализацией, то это тот этап, когда вы
и реализуйте себя так, как вы хотели. Прорисуйте нейролинии, связывающие вас с этим этапом вашей жизни и с внешним миром. И последний, 8-й этап пути героя называется «История силы». Когда вы доходите до этого этапа, у вас есть уже своя история, свой опыт. И на этом этапе вы начинаете делиться своим опытом, своей историей. Это этап достижения вами изобилия, где вы наполнены настолько, что можете уже делиться. Вы наполнили себя и готовы уже поделиться этим с другими. Свяжите себя с данным этапом, зарядите его для наилучшего прохождения и с внешним миром. Таким образом, вы прошли все этапы. С данного этапа у вас идет раскрытие 6-й чакры и, продолжаясь, переходит в точку сборки на 7-й чакре. Вот таким образом выглядит путь к реализации с повышением вашей осознанности, с повышением вашей точки сборки. Соедините нейролинии себя, проходящим весь этот путь. Далее, после завершения пути в другую вашу обыденность и находясь в этого уровня, ожидаете новый зов на новый виток вашей жизни, на новый виток вашего развития. В данной технике не обязательно проводить детально округление острых углов, поскольку здесь вы используете много нейролиний, но при желании вы можете выполнить округление обычным способом, либо просто прорисовав дополнительные линии, тем самым округляя пересечение. Следующим шагом мы добавляем цвет в наш рисунок. Не обязательно раскрашивать, как в других техниках нейрографики. Вы можете просто проводить какие-то контуры. При этом я рекомендую раскрашивать ваши этапы согласно той чакре,
через энергию которой вы проходили тот или иной этап. При закрашивании отслеживайте свои ощущения. Наполняйте себя энергией цвета, вибрациями цвета, вибрациями чакр. Вот таким образом я добавила цвет. Теперь я хочу добавить цвет в свой нейрографический путь. В данной технике мы не проводим линии поля, но мы можем выполнить фигуру фиксации в виде получившейся спирали. Точнее, выделить толстым маркером нашу нейрографическую линию, связывающую все этапы прохождения пути. Можете начать с себя, точнее сделать себя толще. Вы можете округлить какие-то места с более острыми углами. Также через добавление линии тонким маркером. Но при желании вы можете округлить обычным способом. На этом
мы закончили рисунок. Повторюсь, что в данной технике шел рост, шел путь с нижнего уровня к верхней точке сборки. Этот путь может выглядеть по-другому, в зависимости от того, через какие энергии вы проходили каждый этап, либо планируете пройти. Благодарю всех за просмотр. Делитесь своими впечатлениями о выполненной технике. Задавайте вопросы. Я забыла упомянуть, что последняя четверть нашего пути называется «Ты побеждаешь». При желании вы можете внести какие-то изменения в ваш рисунок, так, чтобы он вам нравился больше. Следуйте своим внутренним ощущениям. Когда ваш рисунок вам нравится, это больше помогает осуществлению вашего намерения. Напомню, что на моем канале, а также на странице марафона вы можете найти другие техники нейрографики, менее усложненные, чем эта техника. До новых встреч!